Добрый день! Как я и обещала, мы продолжаем с вами расклады, которые были заявлены в нашем опросе. И тема сегодняшнего расклада – это работа и бизнес. Вот такие 3 расклада сегодня нас ждет, поэтому приглашаю вас со мной повзаимодействовать. Так, сейчас будет первый вариант. Мы посмотрим с вами, что вас ожидает в работе и в бизнесе. Рассмотрим, как пойдут дела, как будут внешние влияния и так далее, и так далее. Всего 7 вопросов, которые я буду задавать картам. Ну и, конечно же, совет человеку, который делает запрос. Итак, первый вариант. Давайте посмотрим. Что же я хочу сказать, что действительно у вас сейчас на работе или в вашем бизнесе достаточно такой очень важный момент. Я бы сказала, момент прекращения чего-либо, окончания какого-то, может быть, проекта или какой-то интересной деятельности, может быть, переход совершенно в новое, то есть вы, возможно, уйдете с работы и будете искать новую работу. Может быть, вас ожидают какие-то очень крутые, серьезные перемены. Может быть, на чем-то вы завершите, поставите жирную точку и скажете: нет, я это делать не хочу и не буду. То есть вот первоначально, конечно, внимательно смотрите карта, которая нам задает весь расклад. Если это вам не подходит, то, конечно же, смотреть расклад не нужно, потому что это не ваш расклад. И, скорее всего, если вас сильно интересует, то это индивидуальная встреча. Там, конечно, будет намного легче увидеть вот все тонкости той ситуации, с которой вы сталкиваетесь. В данном случае это коренные качественные изменения. Переход из одного состояния в другое состояние в плане бизнеса. Давайте посмотрим, что же нам скажут карты. Так, у нас несколько карт, всего 7 карт. И мы посмотрим, что же нам карты говорят. Всего 7 карт. Итак, первая карта – сигнификатор человека, который спрашивает. То есть его воля, его желание, его цели, то есть амбиции, чего хочет данный человек. Ну, я бы сказала, что вы на сегодняшний день в таких мягких энергиях, я бы, может быть, даже сказала, немножко раздраженных энергиях. Вам эмоционально, вам некомфортно. То есть вы чувствуете себя, может быть, не очень уверенно, не хватает силы воли, характера, может быть, вы где-то мягки, а надо бы быть немножечко более серьезным и более жестким в своих действиях, да, более решительным. То есть сейчас вы не можете справиться с ситуацией, вы находитесь в очень сложном таком эмоциональном состоянии, очень сильно переживаете, нервничаете очень много, то есть наполнены вот такими энергиями, водными энергиями. Ну, наверное, это действительно связано с тем, что произойдут некие изменения на работе или в вашем бизнесе. Как дела с перспективой развития вашей работы и карьеры? Ну, карта вообще хорошая. Она говорит о том, что как бы вам тяжело не было вот в этих трансформациях и изменениях, вы в конечном итоге выйдете очень сильно, с хорошей энергией, будете чувствовать себя как на коне, да, то есть вы будете чувствовать себя победителем сложившейся ситуации. Поэтому вы справитесь с ситуацией, и в дальнейшем идет очень хорошее развитие, и ваша карьера пойдет вверх. Как дела с внешними влияниями? Я бы сказала, что, в общем-то, каких-то внешних влияний, которые бы оказали бы на вас достаточно серьезное воздействие, вот я не вижу. Все понятно, все ясно, каких-то тайных умыслов и замыслов со стороны людей, возможно, ваших коллег, там, допустим, людей, которые вместе с вами в бизнесе находятся, ваших бизнес-партнеров я не вижу. Все открыто и прозрачно, то есть каких-то потаенных, скрытых моментов я здесь не вижу. Поэтому вы прекрасно видите, что происходит, ничто от вас не скрыто, вы во всем пытаетесь разобраться.
Дальше, как дела с деньгами, финансовой стабильностью? Вот, здесь я вижу, что действительно неплохо, потому что вы четко понимаете, куда вкладывать деньги, анализируете ситуацию, занимаете, в дальнейшем вы займете достаточно серьезную такую позицию, сильную позицию, то есть вы перестанете эмоционировать, переживать и начнете принимать достаточно серьезные решения, которые будут вести вас к успеху, безусловно. Вот, то есть с финансовой стабильностью это мудрые решения. Думайте, что делаете, куда вкладываете, и у вас должно все получиться. Как дела с взаимоотношениями, да, с людьми, которые вас окружают? Здесь мы видим сотрудники, партнеры и так далее. Я вижу, что вам нелегко в отношениях с партнерами. Видите, что действительно приходится брать на себя достаточно большую ответственность. Может быть, на вас вызываливают очень большую ответственность, если вы работником являетесь какой-то фирмы, предприятия и так далее. А может быть, вы берете на себя сами осознанно, будучи бизнесменом, большие нагрузки. И действительно, здесь вам достаточно сложно порой вступать в контакты, в взаимодействие, потому что слишком большая нагрузка на вас на сегодняшний день лежит. Поэтому отношения сложно могут простраиваться. Может быть, кто-то не принимает вашу позицию, когда человек на себя берет слишком много, да, и ответственно к этому относится. А может быть, кто-то осуждает то, что вы столько много на себя берете и тащите. Ну, то есть здесь будет неоднозначно. Вот, значит, зачем вам, да, как вы осознаете свою работу или свой бизнес, в котором вы сейчас находитесь? Вы понимаете, что это движение вперед, вы понимаете, что это ваше развитие, что благодаря этой работе или этой бизнесу вы будете находиться в постоянном развитии, да, стремиться к чему-то новому. То есть вы человек, который не стоит на месте, человек, который хочет развиваться и двигаться вперед. Вот. Ну и реализация на сегодняшний день пока достаточно сложна. Вам нужно будет, вот как на этой карте, пройти такой интересный проход между двумя столбами. Тропиночка узкая, но впереди высокие-высокие горы. И если вы пройдете этот сложный путь, не испугаетесь рядом стоящих партнеров, людей, которые, возможно, вас не все будут принимать, может быть, из-под тишка где-то что-то для вас нехорошее делать. Если вы не побоитесь, то впереди, вот за этими вратами, да, прямо под самой луной высокие горы, которые вы можете достигнуть. Поэтому идите осознанно, размышляйте, и у вас обязательно все получится. Но понимайте, что всегда будут подводные камни, на которые вы должны очень-очень внимательно всматриваться и понимаете, как себя повести в той или иной ситуации. Ну, какой же вам общий совет? Общий совет. Рекомендация: не берите на себя слишком много, можно не вытащить. Поэтому нагрузочку надо немножечко снять. Сейчас не нужно и брать, как говорится, максимум возможностей из десятки 10. Возьмите поменьше, и вам будет намного легче, и вы более успешно пройдете вот тот путь, который стоит и открывается перед вами. Ну, удачных вам изменений в работе. Пусть эти изменения будут только в положительную сторону. Да, вам нелегко, вы человек ответственный, вы берете на себя всегда много, но вы человек думающий, размышляющий, человек, который в конце концов выйдет из этой ситуации победителем, да, в которую вы на сегодняшний день находитесь в вашей работе или в вашем бизнесе. На очереди у нас второй вариант. Жучок-паучок. Расклад называется «На работу и бизнес». Ну и вначале посмотрим общую ситуацию, которая на сегодняшний день происходит. Вы знаете, вы очень серьезно подходите, со всем сердцем, я бы так сказала, к той ситуации, которая сейчас у вас есть на работе. То есть вы как энергетически наполнены, да, и ваше сердце очень переживает по поводу того, что происходит. Наверное, надо немножечко спокойнее, да, воспринимать, но вот вы такой человек, вы по-другому не можете. Ну что ж, давайте посмотрим, что же происходит с вашей работой на сегодняшний день. У нас снова 7 карт. Каждая карта будет отвечать на тот или иной вопрос. И мы посмотрим, что же и как происходит ситуация на вашей работе, в вашем бизнесе. Итак, первый вопрос.
что же вы за человек, да, то есть ваш сигнификатор. Хочу сказать, что когда вы смотрите на расклады, здорово, если вы обращаете внимание на сигнификатор. То есть это карта, которая дает представление, кто вы. Если вы чувствуете, что характеристика дана и не так, какой вы есть человек, то есть отличается от вас, то, наверное, данный расклад смотреть не нужно. То есть это действительно не ваша ситуация. Может быть, стоит посмотреть другой вариант, выбрать другой вариант или отказаться и уже в другой раз посмотреть. Потому что не всегда пространство считывает в полном объеме, но, тем не менее, индивидуальные расклады, они всегда нам дают более четкое понимание ситуации. Давайте посмотрим, кто же здесь под вторым вариантом. Так, значит, сигнификация, спрашиваем ее: воля, желание, цели, амбиции. Карта Солнца нам говорит о том, что человек достаточно солнечный, светлый, человек, который готов к изменениям, человек открытый. Но в данном случае что-то произошло, да, какая-то есть сложность на сегодняшний день у вас, может быть, сложность, которая происходит сейчас как раз на работе или в вашем бизнесе. Судя по первой карте, которая давала общее представление, видимо, вы слишком серьезно, сердечно относитесь, да, к своей работе, к своему бизнесу, много туда вкладываете вот этой вот сердечной энергии. И, может быть, мало времени уделяете на себя. Вкладываетесь полностью в работу от начала до конца. Поэтому задумайтесь, пожалуйста, чтобы ваше сердечко в конечном итоге не разорвалось. Значит, каковы перспективы? Ну, развитие. Я думаю, что перспективы развития хорошие. Карта жертвы или карта повешенной, еще по-другому называется, она переворачивается. Это говорит о том, что вы прекрасно понимаете ситуацию, вы осознаете, что происходит на вашей работе или в вашем бизнесе, четко представляете. То есть у вас нет таких затянувшихся ситуаций, подвешенных ситуаций на работе, когда вы не можете принять то или иное решение. Как дела с внешними влияниями? Я думаю, что извне на вас особо никто не оказывает влияния. Какой-то энергии со стороны на ваш бизнес, на вашу работу я не наблюдаю. Скорее, все, что нужно, оно происходит внутри вашей работы. Поэтому сосредоточьтесь вот именно на своих внутренних вопросах, ситуациях, которые возникают, и займитесь их разрешением. Так, четвертая карта. Как дела с деньгами, с финансовой стабильностью? Я думаю, что здесь что-то не очень вам нравится. Вы переживаете по поводу финансов. Хотелось бы, конечно, чтобы их было побольше, и, возможно, вам их не хватает, из-за этого вы очень сильно переживаете, эмоционируете по этому поводу, может быть, как раз и вот близко принимаете к сердцу всю сложившуюся ситуацию. Может быть, вам не нравится ваша заработная плата, а может быть, вам не нравятся те денежные результаты, которые вы получаете от вашего бизнеса. Следующая карта. Как дела с взаимоотношениями с сотрудниками, партнерами? Ну, здесь я тоже вижу, что такого сильно страшного ничего не происходит. В принципе, карта тройка мечей, она, прошу прощения, в прямом положении нам говорит о том, что есть какие-то сложности. Она переворачивается. Это значит, что, в общем-то, вы с партнерами достаточно хороших, нормальных взаимоотношениях. Ожидать от партнеров каких-то нехороших поступков и действий вам, наверное, сейчас не нужно. Не тратьте на это эмоции, время и так далее. Так, что касается, зачем мне это дело, зачем мне эта работа, здесь карта говорит о том, что вам нравится ваша работа и ваш бизнес. То есть вы заинтересованы в развитии, вы бы хотели... Вы получаете эмоцию, да, от этой работы или от бизнеса. Вам комфортно. То есть, наверное, это говорит о том, что вам нравится. Раз нравится, то значит я хочу заниматься данной работой. Ну, идея, итог, результат. Результат немножечко сейчас вас беспокоит, потому что, несмотря на то, что работа вам нравится, она не приносит вот всего того, что бы вы бы хотели. Это и радость от работы в полном смысле этого слова, это финансовые какие-то моменты. То есть вот вы порой, уходя с этой работы,
чувствуете себя какой-то грустной, опустошенной, а на самом-то деле там еще очень большой потенциал заложен в этом во всем. Может быть, стоит действительно развернуться и посмотреть, а что еще можно сделать там, добиться каких результатов возможно. То есть потенциал достаточно большой, надо его увидеть. А чтобы увидеть, нужно повернуться, нужно начать общаться, нужно начать взаимодействовать. Поэтому совет вам, безусловно, не торопитесь с решениями, обдумывайте, посмотрите в глубину вашей работы, вашего бизнеса, увидите потенциал этого бизнеса и, в общем-то, реализуйте его в полном объеме. Девушка не с одним кубком, а пусть эта девушка будет уже с 8 кубками. Совет какой? Ну, совет, вы поступаете верно, то есть развивайтесь дальше, обратите внимание на документы, которыми вы сейчас будете связаны, прочитайте внимательно, чтобы там не было никаких проблемных ситуаций не возникло с документами и всевозможных ошибок, то есть это очень важно, ну и по правосудию, в общем-то, все у вас в порядке, то есть надо дальше развиваться. Так, большое спасибо. Приглашаю на личные расклады. А впереди у нас третий вариант. Так, третий вариант у нас. Давайте посмотрим, что же нам скажет третья позиция. Первая карта. Расклад на работу и бизнес. Это лиса. Угу. Какая же вообще ситуация? У вас на работе есть человек, который в себе содержит некую тайну. Человек под маской. Возможно, этот человек вам может принести какие-то неприятности. Поэтому присмотритесь, пожалуйста, к этому человеку. Найдите этого человека, который ведет такую двойную игру. Может быть, на самом деле вам кажется, что он на вашей стороне, вам помогает взаимодействовать. На самом деле, это человек с двойным дном. Поэтому будьте внимательны. Итак, что же нам скажут карты? Смотрим на наши карты. Всего 7 карт, 7 вопросов, которые нам помогут карты раскрыть ситуацию, происходящую на вашей работе или в вашем бизнесе. Так, ваш сигнификатор. Ну, вы человек очень твердо стоящий на ногах, вы материально наполнены, вы притягиваете к себе деньги, финансы. Я бы сказала, вы богатый человек. Это, возможно, хорошая заработная плата и достойная, адекватная оценка вашего труда. Или это бизнес, который приносит хорошие финансовые результаты. То есть на сегодняшний день вы финансово наполнены. Поэтому сигнификатор нам как раз говорит о том, что у вас достаточно серьезные амбиции, о том, чтобы пробиться в бизнесе и дальше развиваться на работе. У вас есть цели, у вас есть желание повышать свое благосостояние и выходить на более высокий уровень. Обращайте внимание на сигнификаторы всегда, потому что сигнификатор нам дает понимание, мой это расклад или нет. И если вы чувствуете, что это не относится к вам, не надо притягивать за уши, а просто посмотреть второй вариант или отказаться от расклада сегодня, не ваш день, и карты вас читать не могут. Так, вторая карта. Как дела с перспективами, с развитием, с карьерой? Я бы сказала, что у вас закончился достаточно сложный этап, когда вы действительно преодолевали очень серьезные препятствия, и вам было нелегко. Посмотрите, 10 ножей в человека воткнуто, 10 мечей. Но карты переворачиваются, то есть вы закончили этот сложный этап, и впереди вас ждет что-то новое. Новый этап, скажем так, который даст какие-то совершенно новые ощущения. Все, что было тяжелое, оно уходит. Следующая карта. Как дела с внешними влияниями? Я думаю, что здесь все отлично. У вас должно быть на сегодняшний день достаточно много партнеров, поддержка, ну, судьба и колесо фортуны на вашей стороне. То есть люди, которые будут встречаться на вашем пути, они будут вашими партнерами, будут с вами взаимодействовать и успешно с вами взаимодействовать. В общем-то, вижу, что впереди только позитивное взаимодействие, но еще хочу сделать акцент, обратите внимание, не все рады тому, что с вами происходит. Четвертое. Как дела с деньгами, финансовой стабильностью? Я бы сказала, что сейчас вам все понятно, и какой-то выбор вам такой серьезный делать не нужно.
То есть вы, в принципе, четко понимаете ваше дальнейшее развитие, и с финансами здесь каких-то сложных ситуаций нет. А как поступить, где взять деньги, с кем договориться и так далее, у вас все в порядке в этом смысле, деньги приходят как положено. Поэтому каких-то вот таких моментов я на данном случае не вижу. Вот. Но всегда есть возможности к развитию, к совершенствованию. Так, следующая карта. Как дела со взаимоотношениями? Ну, вы человек огненный, если вы женщина, то вы огненная королева, королева жезлов, а значит, вы всегда отстоите свою позицию, всегда скажете и сделаете так, как считаете нужным, и вас слушаются, это самое главное. Вы как та амазонка в лесу, да, которая садится на коня и вперед добывать себе пищу. То есть вы знаете четко, что вы хотите, вы чувствуете поддержку, и действительно вас поддерживают, не только поддерживает Вселенная, но и люди, которые вместе с вами работают. То есть вы, в общем-то, человек целеустремленный и понимающий, знающий и уверенный в себе, куда двигаться и что делать дальше. Поэтому вы четко понимаете, как взаимодействовать со своими партнерами, прекрасно понимаете, о чем они думают, прекрасно, интуитивно чувствуете каждого человека. И вот ваша задачка сейчас как раз вычислить, а кто же рядом с вами находится с двойным дном. Следующая карта. Идеи, идеалы. Зачем мне это дело? Ну, я так думаю, что, наверное, это индивидуальное развитие ваше, ваша уникальность, возможность реализации, возможность материального благополучия. В общем-то, карта нам говорит о том, что вы заинтересованы в этом своем материальном росте и карьерном росте. Поэтому вы будете двигаться вперед и вперед, и порой это будет даже выглядеть в какой-то степени как прорыв, потому что все будут удивляться, но она же все равно целенаправленно идет к своей мечте и так далее, и люди будут в какой-то степени даже шокированы от того, насколько вы двигаетесь, с какой энергией вы двигаетесь вперед. Так, реализация идеи, итог, результат. Ну, итог, результат я тоже смотрю неплохой. Почему? Потому что это женщина, которая знает, что делает, она защищена Вселенной, она знает себе цену, она не боится принимать решения, она не боится людей, которые придут к ней с какими-то нехорошими вещами. Обратите внимание, она отсекла голову. Я думаю, что вы поймете, кто на вашей работе, в вашем бизнесе имеет вот эту вот двойственную натуру и, возможно, создает уже для вас определенные проблемы. Отсечете голову, да, то есть примите правильное решение и устраните со своего пути это человека с двумя лицами. Поэтому вы будете, ну, в общем-то, достаточно жестко идти по своему пути с очень большим потенциалом, энергетическим потенциалом в новые какие-то проекты. Ну и совет вам какой? Будьте хитрее, не бойтесь, в общем-то, каких-то таких обходных путей, да, ведите себя, ну, как вот этот вот молодой человек, который показывает язык, да, то есть используйте уловки, хитрости, которые позволят вам получить наибольший результат, да, вот как раз карта говорит о том, что Вселенная на вашей стороне, то есть у вас уже опыт большой, и вы можете себе позволить в какой-то степени обхитрить своего противника, ну или недоброжелателя, которыми вы сталкиваетесь на своей работе или в своем бизнесе. Ну что ж, вот наш закончился третий расклад. Я, как всегда, приглашаю на личные консультации, на личное взаимодействие. Всегда рада вас всех видеть. Большое спасибо за внимание. До свидания. Ну и как всегда, общий совет всем трем вариантам. Не бойтесь изменений. Действительно, у вас всегда есть выбор в принятии решения. Вы можете поступить или так, или плюс, или минус. И вот эти изменения, которые вам подкидывает судьба, они всегда не просто так. Они всегда нам дают возможность принятия тех или иных решений и возможность осуществить те или иные действия и поступки совершить. То есть изменения нам даны для нашего развития и для того, чтобы мы чему-то новому учились. Поэтому не бойтесь изменений. Еще хочу сказать, что с партнерами, взаимодействие с партнерами всегда очень важны. И поэтому тройка жезлов, карта, которая говорит о том, что взаимодействуйте, не бойтесь,
Рядом с вами проходит очень много людей, которые интересны и которые могут вас наполнить разными знаниями, информацией. А возможно, это новые договоры, новые взаимодействия, которые приведут к вашему благополучию финансовому. Поэтому подключайте партнеров. Еще одна карта. Это двойка жезлов. А двойка жезлов нам говорит о том, что наполнитесь энергией выбора, да, то есть, а как поступить? Смотрите, двойка и двойка. То есть не надо бояться принятия решений, выбора. Понимаете, что то или иное предложение надо рассмотреть обязательно. И, возможно, в одном из этих предложений будет ваша удача. Может быть, это предложение о новой работе, может быть, предложение о новом каком-то интересном сотрудничестве в бизнесе и так далее. И вы видите, что карта говорит, что впереди удача. То есть не бойтесь изменений, подключайте взаимодействие, и придет к вам удача. Вот. Ну и вы воин огня, да, вы человек, который действительно наполнен энергией, человек, который действует, порой даже резко, решительно действует. Не бойтесь действовать, на вашей стороне на сегодняшний день Вселенная. Ну, моя пятая, последняя карта. На вашей стороне сама Мать Вселенная, да, так называемая карта Императрицы. То есть на вашей стороне вся полнота жизни, да. Действуйте, развивайтесь, все у вас получится. Вы гармоничный человек, и вы можете преодолевать любые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Впереди у вас успех. Всего вам хорошего.